Что если... Так вот. Ну, как-то так, ребята. Как думаете? Как думаете? Я знаю, что вы думаете. Так ехать нельзя. Попробуем. Ну, по ощущениям-то ладно, нормально. Все бывает. Hello, Internet. You're watching my very first ever YouTube video, so I'm pretty sure you will find some glitches and you will have some what the hell is this type of questions concerning the quality of audio, quality of video, the filming itself, the audio tracks, whatever. So I'm trying my best to find a way to make it interesting, to make it a story about a small motorcycle traveling around the world and of me watching what the world has to offer in these times of instability. Probably these absolutely non-AI footage from different and remote parts of the world gonna spark some interest in you, so please be patient. This video is partly in English, partly in Russian, but next videos I'm planning to film English only with Russian captions for Russian audience. So stay tuned. It's gonna be a lot of videos about CT125 itself, technical issues, hopefully no, and yeah, me discovering the world. Cheers! Не спрашивайте, почему багажа стало меньше в 2 раза, это было непростое решение. Даже с этим багажом нужно затягивать задние пружины. Даже с этим багажом, не знаю я потом как, чего, кого. Я попрошу, чтобы тот багаж мне прислали в Бангкок непосредственно перед вылетом. Благодаря фантастической подвеске YSS пружины подтягиваются просто вот такой вот приложенной фирменной палочкой. Вот. Более того, потом фиксируются шестигранничком вот таким вот, вот в одну из вот этих вот фантастических дырочек, вот сюда, по-моему, вот здесь фиксируется. Давайте начнем вот так. По опыту это уже будет ультра жестко, конечно. Друзья, готов к отъезду. Фу, неделю собирался, ну вот вроде бы собрался. Вот коты провожают. Ну что же, надо присесть на дорожку слегка. Присели, на кота посмотрели. И поехали. Что ждет впереди, непонятно. Очень непонятно. Ну, я думаю, потихонечку, аккуратненько, по чуть-чуть. Ключики не забыл. О! Навигацию включил. Всем счастливо. Отцой где? Отцой жив. Счастливо. Выезжаем родными проулками. Для того, чтобы тут же заплатить Пхукету дань, так сказать, выездной билет. Впервые за 3 года нарвался на штраф, причем сразу на 2000 батиков.
Вот съездил в полицейский участок, оплатил, вернулся, а всего-то лишь проехал в туннель. В туннеле в Таиланде, ну не знаю как в другом Таиланде, но на Пхукете ездить нельзя. На мотобайке, на байке ездить по туннелям. Ну, конечно же, все ездят, но вот именно сегодня стоял этот фантастический честный тайский полицейский. Был уверен, что пишу звук с микрофона гарнитуры, нифига подобного. Записалась куча ветра, лязгов, газующих автомобилей и так далее. Вот. Ну, на следующий день буду поумнее, буду писать только с гарнитуры. Вот. А здесь, собственно, речь шла о том, что на Пхукете, да и вообще в Таиланде, в городе, мопед это такой телепорт, который позволяет не стоять в пробках, передвигаться очень быстро. На машине путь занимает порой, ну, не знаю, порой в разы больше. Порой, особенно если пробка, все, ты встал, там полчасика простоял, на мопеде ты прошил за 2 минуты и уехал. Вот. И, кстати, это как раз та ситуация, когда мелкокубатурный мопед решает, потому что вот из опыта там, даже Forza, там отличный аппарат, все не спорю, но между машин на нем маневрировать сложновато. Без проблем добрался до Сурата, до Суратани. Только для того, чтобы узнать, что паромы грузовые ходят в понедельник, среда, пятница. Ну, вот такой выпускник Котао. Вот так вот мы поставили мопед. Уже пригождаются две подножечки, как вы видите. Вот без них бы сейчас бы все завалилось бы. Вот. Ну что же, кондиционированная комната, можно выдохнуть после побега с Пхукета. Цель нашего сегодняшнего путешествия. Ух, как здесь хорошо и прохладненько в тени.
парк Тайромьен, почти Тайронос в Колумбии. Уф, как тут хорошо и прохладненько. Шляпа путешественника. Маршрут. Прям сказка на самом-то деле. Еще километр шагать до водопада Датфа. Датфа. А и хорошо, чем рулить целый день. Я бы сказал, красота. Цепочка мелких водопадов. Видимо, перед тем самым большим. Ну что, это все еще не Датфа. Это Хнан-Туи. Туи. Красота. Что делать в Таиланде, когда нечего делать? Сгонять на водопад. Смотрите, какая красота. Прохладненько. Фу-ху, ребята тут угощают пивом, сигаретами. Очень доброжелательные, сфотографировались. Пора постепенно возвращаться в Сурат. До парома еще далеко, но тут так быстро темнеет в лесу. Найти бы дорогу домой. Этим маршрутом я ходил практически год. И вот сейчас иду им опять на работу. Ассистирую Нелли в дайв-центре Scuba Birds. Знаменитая арка Бон Вояж, под которой собираются дайверы. Собственно, пирс Катао. Вновь на Катао. Наша лодочка Scuba Birds. Все как надо, все как мы любим. Как обычно, идем на Shark Island. Держим путь опять на Катао, на White Rock. Нырнули на Southwest Pinnacle. Катао — это там, где все началось. Подводная Одиссея Кусто.
эта дорога ведет на любимейший пляж Пинвон. Сейчас там, правда, солнца нету. Давайте посмотрим. Там идет дорожка, на которой мы на суперкубике всей семьей заезжали на издыхающий первый просто. Посмотрим, сможет ли этот потянуть. Да? Вторая пока что. Но нет. Вот на суперкабе вчетвером у нас прям замирающая первая была. Еле-еле дотягивали мы до самой высокой точки. Тут хотя бы разгоняет он по чуть-чуть. Здесь должно быть видно море. Ага. Отсюда еще немножко к морю, пешочком. Такой вот пляжик. Красота, да и только. Когда солнце уходит за гору, здесь нормально, не жарко. Можно загорать. Не было, когда я был. Веранды тоже не было. Пинвон во всем своем великолепии. Через эту горочку бегал когда-то. Там, туда и обратно. Как не было, точно помню. Опять этот тест. Продевать поворот на смотровую где-то вот здесь. Вот поворот на смотровую. Тоже такой тест, блин. На мощность мопеда. Дорожка тут не очень наверху. Какая-то еще стройка идет, вот другая дорога, видимо, будет в центре трассы. Какая красота. Sawadee Krap.
để đây có thể bàn cũng đi. No, jag har just you did enough training for the Интересно, что конкретно на этой смотровой мы вроде как и не были. Я там ни разу не был. Я имею в виду именно на этом камне. В этом месте был, выше заходил, но на этом камне не был. Красота. Раньше здесь вообще дорога была закрыта этой колючкой. Век живи, век учись. Красотища. Это облагороженная смотровая. Даже какие-то вечеринки можно делать. По-моему, еще 3-й этаж, если не ошибаться, да, есть. Прям классика. Классика. Даже есть слон. Слона-то я и не приметил. Ага. Жить, как говорится, хорошо. Хорошо, еще лучше. После моря нет ногтей открывать эти штучки всякие. Ключами открою. Туча съела облако. Кстати, Катао остров фантастических закатов, конечно. И это признают все закатоведы и закатофилы мира. Кока-кола вредно, так же как и гонять без шлема на мопеде, но вот Катао он такой. Чиес, ребята. Это такое местное водохранилище. Никогда его не видел полным. Вообще на Катао с водой проблема, на самом деле. Сейчас будем проезжать еще, покажу, где генераторы работают. Кстати, поговаривают, что кабель дотянули до Катао, но пока работают все равно генераторы. Это здесь генераторная ферма. Завозом, вот она. Так вот производится здесь электричество. Так прошел этот очень длинный день, а на прощание хочу вам дать послушать ночных животных Катао. До встречи на канале.